Всем здорово, народ! Сегодня будем рассматривать каточку за спектру. Не самая простая игра получилась по итогу, но она от этого будет еще интереснее, да? В идеале же, конечно, побеждать катки с конкуренцией, когда тебе составляют, а не просто когда фривин, когда команда все делает. Значит, смотрите, сняли нам вард в миду, в майквапе, и я уже рисую на карте, пингую своим пацанчикам, что давайте-ка вы обойдите. Мы сейчас станем на хайграунде, и, возможно, у нас получится кого-то здесь подцепить, убить, если вражеский игрок ошибется. И как раз-таки к нам в лапки приползает Винаш Мунсер. Фиссура Шейкера. Идеально получилось, забрали ФБшку, несмотря на то, что они вроде бы были вместе, да, вроде бы они были стакнуты, они немножко расслабились после того, как сломали вард. И вот Виномансер по факту вроде бы был вместе с ними, но чуть-чуть раньше поднялся на ХГ, мы сразу же в него скинулись, убили Виномансера, забрали ФБ. Прекрасно, отлично, найс. По факту у них типа пик для вот этого стартового боя, да, гораздо поинтереснее выглядит. У них и замедление Виномансера, и Акс горелку кинет, и снайпер Шрапнель, и ТБ может рефракшн нажать. Забей. Просто вот стенка на стенку, мы бы с ними вообще никак не вывозили файт. Но вот да, получилось так, что подставился Виномансер, и мы его забрали. Уже неплохо. Начало бодренькое, нормально. Небольшое доверие команды мы уже у себя заработали, правильно? За вот этот вот прекрасный кол. Решила Цемочка разменять все наше преимущество по факту. Тоже отдалась противнику, но это такая базовая роль Райана Госленко. Давайте, эти ктм, это шок-контент. Ну, Цемка еще не один раз нафидит за данную катку. Такой герой. В этом суть Цемки, в этом ее геймплей. Значит, стоим на линии. Что такое спектра? Спектра — это достаточно крипоподобный персонаж, первые левела, там пока у тебя шмотки не появляются, да, не то что первые левела, да, а первые минут 15-20 игры, ну ты прям крип-крипочком, особенно на лайне, вот на лайне это прям вообще капец. Тут неприятно, конечно, получилось то, что не забрал даггером дальника, но ничего, бывает. А особенно крип-крипочек спектра ощущается, когда вот ты играешь против какой-нибудь метовой тройки, вот по типу Акса, допустим, да. Ну вот типа я к нему сейчас на левеле втором, на третьем левеле тем более, да, вот прям уже вот вообще не смогу подойти. Как только Акс третий левел апнет. Цемка уже подойти не может к крипам, очевидно, потому что на нее сразу кидается горелка, и размены с вражеским саппортом, с бабкой его, допустим, будут далеко не в пользу моего тиммейта. Поэтому лайн супер сложно нас ожидает в этом плане. Потому что и мне будут постоянно мешать. Вот бабка просто на фришке добивает мне крипов. Ну а что я сделаю? У нее как бы стычки урона, как у меня, только при этом там. У нее еще максимальный карт-бланш, она супер спокойно стоит. Вот, а мне придется терпеть. В идеале, конечно, где-то себе вот лайн поставить ближе к вышке, да, там постоянно отводы цем какие-то делать и так далее. Туда-сюда. В общем, будем посмотреть. Легко точно не будет, это я вам гарантирую. Так, что там у нас цемочки в затаре? Давай быстренько глянем. Мангусы, стики летят. Окей, let's go. Отлично. Так вот, почему Акс сейчас метовый считается? Вот сам за него поигрываю. Супер есть интересный билдачок. Также через доминатор, через пайп. По сути, все, что нужно делать на Аксе, это кидать второй спелл в саппорт. Ну, то есть в данном случае в мою цемку. Вот он кидает горелку, и все. Моя цемка просто ничего не может сделать. Она не может подойти на дистанцию тычки вот рядом с бабкой, чтобы стоять. Вот просто это невозможно, потому что сразу же будет терять лицо. Ни о каких разменах против бабки и речи здесь не идет, очевидно. Зачем-то пытается цемку у нас агрессировать, какие-то кнопки жмет, какие-то манго ест, что такое-то нажимает, закономерно отправляется в таверну. Райан Госленко наш, ну... Да. Ладно, с другой стороны, вот как бы он умирает, но я своих крипчиков фармлю, меня это вполне себе устраивает, я пока что доволен. Для спектры, вот то, что вот сейчас происходит, этот лайн, это прям очень вкусно у меня все. Пока что по началу идет, смотри, я практически всю, я, по-моему, даже всю пачку здесь забрал, и абсолютно мне не смог Акс ничего подденаить, там вышка тоже вроде ничего не забрала. Да, понятное дело, они забирают лотусы, они могут спокойно вот сейчас отводы все эти делать. Это как бы не обсуждается, тут все понятно. Но, с другой стороны, они решили фокусить именно цемку, а не меня. Что максимально приятно. Лично, опять же, для меня, как для игрока на спектре. Еще один отвод от цемки. Для нас, опять же, хорошо, потому что, ну, тогда я смогу спокойно забрать крипчиков, которые там... Я могу их под вышку, в принципе, запустить, забить их под вышкой, но здесь почему-то слишком сильно агрессирует Акс, как будто бы он должен здесь стоя 100 умирать. Подходим, Акса добиваем. Вот не знаю, почему так приятно делает Акс, лично мне. Вот чисто Акс сделал приятно. Просто взял, нафигил ни с того ни с сего. У него было не то чтобы много хп. Вы этого не видели. У него было мало хп, да, у него был лотус, но и что? Какая разница? Куда-то пошел на четверти просто хитпоинтов.
Видя меня, видя цемку, еще и под пачку там крипов зашел. Короче, просто нафидел опять же. Я не знаю, я не добиваю крипов, у меня ручки трясутся, но это как бы мелочь жизни. И так справимся. Но вот у Акса уже 3-й левел. И по сути вторая горелка, он же вторую горелку взял. Я вот могу смотреть это во время реплея? Да, сейчас быстренько глянем. Не то открываю. Глазами игрока, и я не знаю, может Акса вот так выбрать? А, нет, все, Акс играет через крутилку и пытается собирать стандартный билд делать, да, через Blade Mail. Ну, я его здесь осуждаю. Если, окей, даже если ты билд хочешь делать стандартный, можно, в принципе, все равно вот именно на лайне максить себе горелку. Максишь горелку, кидаешь вот во вражеского сапа, все, мне цемка умирает с одной кнопки. И она тупо не сможет ничего сделать, мне никак не сможет помочь. Ну ладно, они как-то, короче, выбрали пассивную какую-то... Не механику, а стратегию, вот, вылетело слово. Выбрали какую-то пассивную стратегию гейминга почему-то. Не хотят они меня особо напрягать, у меня по крипам вообще все прекрасно максимально. 23 штучки имеется. Великолепно. Понятное дело, что Акс играет как бы на свой кач, он сейчас фармит и маленький кэмп, фармит пачку крипов. Вот, периодически вот так вот, да, на меня будет выходить, сейчас пытаться меня там убивать, сюда. Но в любом случае, они мне уже очень много пространства дали, и на самом-то деле нужно этому радоваться. Тут неприятно то, что за цемкой побежал Крипсон. Мажет бабку, у меня еще 7 стикерсов имеется, прилетает телепорт, наконец-то. Все-таки заметили, что фришный Акс у нас. Да. И можно было бы его убить, все, чем, соответственно, Квапа и занялась. Найс, отлично. Опять же, для нас мы получили помощь, заработали дополнительный деньжат, еще и катапульту убили. Великолепно. Прямо перфекто пока что все на самом-то деле развивается. Учитывая, какой, по сути, сильный лайн у них, Акс плюс бабка, прям очень хорошо, как по мне, стакается. Тут вот прокликивал цемку, не привезла на мне ни танго, ничего, вот вообще абсолютно никакого захила. Меня куру убили, поэтому я здесь не мог никак, соответственно, себе хэпа восполнить. Ну и в общем, я решил взять себе арчит, просто потому что, во-первых, шмотка, понятное дело, приятная на спектру anyway, там нажимаешь ультимейт, арчит по какому-нибудь таргету, он там не может кастовать свои спылы, ну, условно, пока у ТБ манта не появится, можно будет в него так вот постоянно забуриваться, да. И еще очень приятно себе, соответственно, покупать корнукопию, потому что это максимально супер приятный артефакт, скажем так, для терпиловки. Вот ты его себе купил, у тебя и мана дополнительно регенится, и хпшка, и уже не так страшно получать по лицу на лайне. В общем, прикольно. Ну и как третий аспект, еще вот к плюсам, да, этого арчида, это то, что можно будет его потом загрейдить в Bloodthorn, что невероятно вкусно также по себе является. Значит, так. Поставил, значит, общий нетворс там. Довольно неплохо у нас все по факту прямо сейчас идет, учитывая, что, опять же говорю, да, вот играю за спектру, которая на лайне не сильна, при том, что против нас стоит Акс со снэпкой, и я думаю, результат великолепный, это вот прям максимум, на что можно было рассчитывать. Все, курица пошла в потайную, надо было гораздо раньше отправлять, что-то я вот как-то в моменте не уследил за этим всем делом. А вот, сейчас купим себе корнукопию, да, и будем уже шиковать, просто фармить лесок и на ульте, соответственно, прилетать к тиммейтам, помогать по ситуации, чем, соответственно, спектра в основном и занимается. Фармишь лесочек, на ульте прилетел, килл сделал, там помог, улетел, дальше фармишь. Тут решил я выйти с лайна, поскольку, ну, хпшки маловато, всего лишь 350, зарегениться особо нечем, корнукопия только летит, и, ну, лучше не умирать, лучше просто отойти, пофармить себе вот лесок, ждать, пока либо тебя загангуют, ну, в том плане, что твой мидер вот придет, как сейчас, да, на спектре поможет, либо, соответственно, противники просто уйдут, там, не знаю, сломают вышку, освободят лайн и так далее. Акса убили, неплохо, снэпка выживает, но это не так критично, и по факту, что мы имеем? У нас Квапа, топ-1 нетворс карты, ТБшка, понятное дело, фармит тоже очень хорошо. Снизу у него все шикарно. И топ-3 нетворс, ну, по сути, идентичные, да, у нас у всех практически. Это у меня. У ТБ у нас что там, по нулям все. Глянем, что у нас здесь происходит. Ну, просто закачивает лайн там. Кэмпы, нормально. Ну, ТБшка, понятное дело, гораздо себя комфортнее чувствует именно по качу на первых левелах, там те иллюзии появляются. Да и в принципе, наверное, да. ТБ гораздо лучше фармит. Прям фарм-машина. Нажал иллюзии, нажал нету, пошел долбить. Можно и энчентов спокойно фигачить и так далее. Тут я сделал себе небольшой отводик не только, ну, не сколько ради того, чтобы вот там задонатить каких-то своих крипов, сколько просто ради того, чтобы лайн под меня ближе подошел. Тут, кстати, да. Люблю я просто на фришке пропускать крипов, когда, по сути, этого делать не обязательно. Но там также Акс отводит на большой кэмп Крипсонов, поэтому не приходит ко мне пачечка. И это неприятно, естественно. Тут я подумал, что у снэпки стоит Vision, только я не понял, как он меня видел. И вот про чем мы и говорили. Появится ультимейт, нажимаем ультимейт на Террорблейда, его спокойно добивает моя команда. Перфекто, отлично.
Я мог вернуться обратно, улететь на топ, но решил остаться именно здесь, потому что, видишь, там и цемку мою загангали, и сейчас, если бы я вернулся обратно, меня бы также максимально прессинговал. Акс продолжал со снайпкой прессинговать, поэтому после убийства Террорблейда я вот принял решение волевое остаться именно снизу. Мой Primal Beast все это понял, и как хорошая тройка свапнулся со мной спокойно лайнами. Можно не нажимать ТПшку, как это сделал Primal Beast, я просто не видел. Там, видимо, пачка была под тавером, да? И он решил закачать. Можно спокойненько просто в гейт выйти, допустим, на тройке. И таким образом заводить местечко. Соответственно, перемотаю уже на 18-ю минуту. Здесь мы видели, что Террорблейд вражеский качается в топе. Вот его видно на карте. И, соответственно, его пошла чистить моя Квапа. Но неприятнейшим образом промахивается ультой. Бывает. Не, на самом деле на Квапе хороший игрок, хорошо играл. Вот именно сейчас почему-то у него не получилось нормально реализовать свой ультимейт. Еще и Шейкер у нас нафизел. И по итогу из хорошей ситуации, которая должна была сложиться, да, убийство вражеского кора, открытие, получается, топа. Мы могли еще и Шардиксон забрать, ну, Терментора, который, ну, наверное, он успел бы резнуться, но тем не менее могли бы там сломать Т1 вышку, захватить пространство, поставить вардики. По факту получилось все не очень хорошо. И вот как будто бы я не теряю еще надежды отсюда, не хочу уходить, возможно, они сейчас ошибутся, пойдут дальше, задавят, и мы можем это все поддефать. Но у нас улетела Квапа. И Цемочка. Цемочка, девочка, у нас стоит на миде и не играет под, не под тройку, да не под кого она не играет, она просто что-то там бегает, качается. Ну-ка, что у нее там? Такие вот дела брейсеровые. Вот так. Значит, напрягает нас вражеская тимка в том плане, что вот здесь вот стоит вечный Виномансер. Тут еще сейчас снэпками, по-моему, крипов не даст убить. Чисто с дробовика их закэсит. И вот, ай, прям вот скрижет, да? Короче, на самом деле, я вам так скажу. Саб-див в этой игре не в нашу пользу. Вот ЦМ-ка с Шейкером не очень хорошо себя проявляли. Кстати, выход на Террорблейд, да? У него была потрачена манта, но мы его все равно не сможем сейчас догнать, потому что он под шардом просто убегает. Шейкер должен отправляться в таверну. Короче, на ЦМ-ке прям вот неопытный чувачок. Видимо, не просто так он ЦМ-ку пикает. Обычно это какой-то такой, знаешь, маркер. Я не знаю. Но у вражеских саппортов, что Виномансер просто ультимейт нажал, ты уже невероятно полезный файт. Вот просто высрал одну ульту и все. Здесь как будто бы ЦБ подставляется, нужно его убивать. Нажимаем манту под каст Сандера. Отлично, килл. Понятное дело, что я типа теряю позиционку, но с другой стороны, у меня вся команда здесь рядом. И даже если я умираю, для нас это сейчас будет выгодно, потому что, ну, а как иначе? Без меня бы они ТБ не убили. И вот про что я, кстати, и говорил. Просто Виномансер нажал в меня одну кнопку, ультимейт, насрал своими змейками. Все, я не двигаюсь, я убежать не могу. Невероятно огромный депос, ты гниешь. Вот. Такое себе. ЦМ-ка гораздо сложнее в этой игровке. Потому что надо грамотно позицию держать. Ну и как будто бы сейчас она вот совсем... Ну, не знаю, лично по мне. Может, это просто этот игрок не особо хорошо себя проявлял, но сложновато. Сложновато на ЦМ-ке прям хороший импакт в файте и, в принципе, для команды выдать. Ну ничего, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Значит, фармлю манту. Хочется диспелить себе всякое дерьмо периодически. И потом решил себе загрейдить Bloodthorn, чтобы просто было больше урона в одного там конкретного персонажа, которого я смогу, соответственно, ну, условно, через ульту забуриться. Не особо я опытный игрок за спектру, у меня маловато игр. Я так понимаю, что в идеале, конечно же, покупать какой-то башер, чтобы ты мог нажать ультимейт, башер, манту, и вот за это время очень короткое там снести просто противника. Но опять же, также с Арчидом и так далее, там, или с Bloodthorn'ом. Но вот как-то в данной игре как будто бы конкретно, да, не пришлось не покупать именно башер какой-то. Тут я вижу, что бабка сейчас будет нажимать ультимейт. Ну, типа, в теории хотел спасти своего Primal Beast'а. Но у нас почему-то пацанчики вообще не подходят на файт, поэтому я из него спокойно выхожу. Если бы раньше нажали телепорт, там, АЦМ-ку условно, или Квапа, я бы раньше прыгнул в бабку. Чуть-чуть подольше бы пожил Primal Beast. Возможно, бабка бы умерла по итогу. Ну, в общем, такое себе. Но, с другой стороны, зачем-то решили здесь остаться, когда видели по факту телепорты вражеские игроки. И, соответственно, фидела бабка. Ну, размен в тройку, конечно, не самый приятный, но тем не менее. Играем дальше. Играем дальше, фармим дальше. Вот. Ну, а так-то супер башер, там, ну, или хотя бы просто башер, да, на спектру. Это какая-то супер вкусная шмотка. Не знаю, возможно, ошибка то, что я его не собираю в этой игре. Но, с другой стороны, как-то вот именно так я решил сделать. Бабочка следующим артефактом была мной выбрана, чтобы, соответственно, иметь больше
Ну, скорость атаки, понятное дело. Но еще так же, как и дефательные артефакты я здесь собираю против Террорблейда и против, соответственно, снайпера. Потому что там два очень таких сильных пацанчика, которые с руки накидывают. Ну, а собирать МКБшки они не планируют. И в этом плане бабочка мне может очень сильно помочь. Ну, по крайней мере, такой у меня был план. Соответственно, и Депса больше поднести. В Бладторн условный за счет скорости атаки. И выживаемость себе поднять. Душит. ТБшка фармит наши споты. Забирает наш кач. Молодец в этом плане. И как будто бы игра вот легкой совсем не выглядит. Файтить нам тяжело. Не можем как-то мы застакаться вот именно что в пятером, просто принять нормальный файт. Засмочиться не можем. Все никак. Какие-то файты у нас происходят. Вот Шейкер вечно где-то умирает. Почти ни за что. Primal Beast умирал в прошлый раз на этой же точке. Но сейчас, по идее, должно получиться неплохо. Должен умереть Акс. У меня иллюзии колупают и на Мансера. Но, с другой стороны, меня тут уже никто не отпустит, конечно же. Вот про это я и говорю. То, что, видишь, у нас какие-то файты вечно не на нашей, соответственно, территории. Не мы их инициируем. Умирает сначала наш герой, потом мы только подтягиваемся. Еще и без мидер, без квапы. Наверное, плохо все-таки я сейчас сделал, что полетел тудой. О, пошла прочек. Прочек, кстати, ты пошел. 4-11 сэмка. Уважаемый персонаж. На квапе решил у нас, соответственно, убить бабку. Но это не особо получится, по-моему, сделать. Потому что, да, ТБшка свапнет. Окей. Таймскип дальше. Замечаем снайпера на миде. Хорошо. Впервые смаканулись мои тиммейты. Сразу же, понятное дело, ультуем в него. Быстренько убиваем. Ну и, по сути, без каких-либо проблем забираем вражеского мидера. Вот так бы делать почаще. И, соответственно, импакта было бы гораздо проще. Было бы нам в данной катке играть. Также еще подставляется Виномансер сейчас снизу. И мы бежим туда всей тимкой. Кроме Шейкера, естественно. Ему же важнее нажать ТП на топ и отпушить пачку. Даже вот он должен делать, да? Действительно. Начинается файт, они без снайпера, поэтому должны принимать его. Здесь 100%. Вообще сразу же бегу к бабке, потому что понимаю, что вот он отошел в кусты. Будет, соответственно, свою суету бабскую раскидывать свой ультимейт. Мы, естественно, пресекаем все эти попытки. И когда у Акса заканчивается уже да и БКБ, и ХПшечка, просто подходим и собираем урожай, состригаем. Найс, даблкилл для нас. Приятно, отлично. Я бы даже сказал, великолепно. За счет этого файта мы еще спокойно забираем сейчас тавер в боте. И скоро появится... Ну, как скоро? Окей. Планомерно, да, продвигаемся к тому, чтобы получить уже бабочку себе в инвентарь. В этом плане, наверное, по стандарту собирают вместо бабочки, да, какой-то вот супер башер как раз-таки. То есть сначала идет арчит, потом манта, потом башер и супер башер. Видимо. Можете мне написать, как обычно это делают, я, видите, не особо шарю. Но вот почему-то в данной игре, не знаю, не уверен, что это прям правильное решение, я решил все-таки, да, забилдиться именно через бабочку. Только потому, что там два, скажем так, чела, которые с автоатак накидывают. Это ТБ и снайпер. Неприятнейшим образом снова оказывается Шейкер мой в таверне, и мы вынуждены принимать файт на Рошане 4 в 5. Здесь я не спешу врываться. Снова, кстати, отвратительная ульта от попы почему-то залетает. Пытался дождаться снайпера так и не дожидаюсь, поэтому через ультимейт решил все-таки в Виномансере забуриться, чтобы хотя бы кого-то здесь убить. И вот видите, не могу найти дальше момент, чтобы подойти в файт, потому что если бы я сейчас нажал просто райт-клик в условного Акса через W, меня бы также застрелил бы совершенно спокойно снайпер. Но уже подходит Шейкер на смоках. Давай, делай грязь, врыв Шейкера. Я нажимаю, соответственно, Блаторн в Террорблейд, его на пике, либо кто-то, по-моему, бабка, наверное, да, его выкидывает из Рошпита, но его добивает Клопа. Здесь меня убивает снайпер, просто застрелил он всех, но по итогу файт для нас, для нашей тимы выгодный. Шейкер еще Аегис, соответственно, разменял, выжил. По итогу получилось хорошо. Окей. Приятный файт для нашей тимы, понятное дело, да. Но вот видишь, в моменте было прям тяжело в файт зайти. То есть я потратил ультимейт на Виномансера и дальше уже не мог себе позволить прям вот агрессивно как-то вперед на противника лезть. Да. Ну вот про что я и говорил. То есть постоянно умирает Шейкер где-то один, постоянно где-то умирает Сэмк. И видишь, нам из-за этого максимально неприятно играть. В том, что, ну, в том плане, что мы по 4 в 5 вынуждены где-то драться. А сейчас, особенно под Рошаном, это все было супер тяжело. Тяжело. Но неплохо, окей. Учитывая, что мы убили всю вражескую тиму, для нас-то, очевидно, в плюс все сыграло. Все, соответственно, резнулся. И здесь нужно уже искать варианты для килла. Вижу в миде, соответственно, Виномансер. Ну, его бы и без меня, скорее всего, здесь убили. Но я решил ускорить данный процесс, скажем так. Ну, и как раз-таки не зря, потому что уже подходил снайпер. Мог пытаться, допустим, какую-то цемку тоже разменивать. Из-за того, что мы сейчас на него направляем иллюзии, ему уже не так приятно просто нажимать W и идти в цемочку. Поэтому нашу девочку-цемочку мы в обиду не дали. Мы ее тут подспасли. Нажимаю W, чтобы просто подотбежать.
Ну и как будто бы без Виномансера мы могли бы принять файт, но у нас нет ультимейтов. Ни у кого, кроме Шейкера, нет, все, они появляются, окей. Поэтому тимка у нас боевая. Но подставляется Квапапа Дакса, слишком много хп теряет. Наверняка противники сейчас захотят почейзить, и я бы на самом деле рекомендовал бы нашей тимке здесь подвыйти, учитывая, что у меня еще 10 секунд до конца КДшки ультимейта осталось. Манту зря нажал, можно было не нажимать. Умирает Сэмка от горелки, почему-то мои противники, точнее тиммейты, решают все-таки файт принять, хотя на самом-то деле не стоило, мне кажется, этого делать все-таки. Нужно подождать просто отката наших кнопок и нормально уже ворваться. Я просто иду на топ, потому что все равно могу прийти на ульте здесь совершенно спокойно. Здесь главное не спешите, я просто колю вой, что давайте немножечко, пацанчики, зачилимся, Квапа вот отрегенится, тудым-сюдым, потом уже нормально пофайтимся. Чезит моего Шейкера, смотрю момент для врыва, пока рановато. Акс все-таки не отступает, нажимаю на него, соответственно, кнопки. Направляю в него иллюзии. Акс умирает, отлично. Шейкера мы типа потеряли, но у него есть байбек, он при возможности, соответственно, может его вжать. Здесь уже подошел Виномансер, пока что не кидает свою вот эту вот ульту гадкую кидает, мы к нему подходим. Миссуем дважды из 4 тычек. Шейкер подошел, Ахаслэм залетает, убегает вражеский террор Блейд. Но я все-таки грезил надеждами, что можно будет его все-таки как-то догнать, дочейзить, но по факту, ладно, и так неплохо. Добиваем бабку, ну, точнее, Тима там уже практически соло добивает. И еще один выигранный файт для нашей команды за счет байбека на Шейкере. Но здесь как будто бы слишком далеко и слишком агрессивно пошел Акс, понятное дело. Я вот все-таки в этом моменте, когда он чейзил моего, кого там, Шейкера, да, вот здесь вот, он когда поднимался по ступенькам, если бы он здесь остановился, я бы в него не полетел. Если бы он дошел вот до сюда и не пошел бы дальше. Но он решил прям подняться наверх на хайграунд. И, соответственно, я уже не мог ему позволить просто так этим делом заняться. Найс, отлично. Бабочка имеется. Следующей шмоткой, учитывая, что, соответственно, там постоянно вот эти вот замедления, невозможно играть, тебя Акс кидает горелку замедления, Виномансер кидает кнопки замедления, шрапнели снайпера замедления. Я решил собрать себе, соответственно, апнутый диффуз. То есть дисперсер, да? Дисперсер же называют? Да, дисперсер. Пока что линка там собирается вроде только у снайпера, соответственно, на других персонажах линка да, никак не варится. В этом плане я решил, что окей, типа, можно будет повременить с Аганимом, потому что вот Аганим ты собираешь на спектру как раз-таки, чтобы эту линку как бы нивелировать. Потому что нажимаешь ульту, она не таргетная, ну, вот эту аганимную новую способность, да, она у тебя не таргетная, она как старая способность, как старая ультимейт у спектры, когда к каждому вражескому герою прилетает иллюзия. Тут снайпер все халдил свою пику, по итогу так он ее нажал хорошо. Акса забрали, но можно немножечко подвыйти. Ну, просто иллюзии направляем на Виномансера. На самом-то деле, вот как же Виномансеру больно просто, да, вот с моих иллюзий. В этом плане супер приятно. Добиваю вышку, и надо подвыйти. Потом здесь спокойно кидаем даггер, нажимаем ТПшечку. И, как вы думаете, где же наш Шейкер? Шейкер у нас снизу пушит лайн. Шейкер сплитпушер. Бывает. В очередной раз татар отправляется в таверну. 12-я смерть, 16-я смерть. Ну, вот про что я говорил. Саппорты у нас, конечно, в этом плане диффуют, делают разницу. А теперь представьте, что если бы у меня, допустим, была не цемка пятерка, а какой-нибудь, я не знаю, ну, условный там, Джакира, и на шейкере, пусть, ладно, окей, тоже был бы шейкер, но хотя бы ходил не в соло, где-то пытался там лайны сплитить, а просто бегал под моего там Primal Beast'а, под мою Квапу, и вместе с ними какие-то плей делал через смоки и так далее. Ну, гораздо проще было бы все у нас. И ситуация на мапе тоже была гораздо проще. Тут я присмотрелся к Виномансеру. У меня уже ручки чешутся, я охотник, но как будто бы я не понимаю, есть там возле него противники, ну, другие, да, или нету. С другой стороны, кому не пофиг, главное увидеть Акса. Все, я Акса заметил на карте. И сейчас, если еще раз веник подставится, я, скорее всего, нажму просто в него кнопочки. Давай, делай. Замедляем, Блатор нажимаем, манту и улетаем. Найс, великолепно. Просто в соло забираем вражескую гадюку. 776 гривен за него лутаем. И это вот максимально приятный сейчас кильчик был. Соответственно, если бы у меня вместо бабочки был бы супер башер, я бы также его спокойно здесь убил. Ну или можно было бы, допустим, вместо дисперсера, да? Дисперсер. Собирать супер башер. Я не знаю. Вот у меня какая-то такая вот просто идея билда такая родилась, что вот бабочка а-ля на сейв, да, такой, чтобы меня тычками не пробивали. Не попадали даже по мне. И дисперсер, чтобы, соответственно, вот это вот все замедло
нивелировать и спокойно бегать по файту. Несмотря на наличие огромного количества таких вот неприятных кнопок у противника. Еще один небольшой таймскип. Сейчас будет интересная ситуация у нас разыгрываться. Умирает Квапа, находит ее Акс, скорее всего там стоит Vision просто, обсервер. Вот прямо здесь где-то, по-моему, стоит, вот в этой точке, насколько я помню, он там потом упадет. И, соответственно, да, без Квопки мы можем спокойно потерять нашу сторону, но, с другой стороны, у Квопы есть байбек. И мы вот так вот в туза заходим к противничкам, они не ожидают, наверное, ну, видимо, что мы можем прямо сейчас на них вот так вот очень активно напасть. Подходит Шейкер, и как будто бы надо делать суету, они слишком прям вместе встали, Шейкер нажимает свои кнопки, Primal Beast залетает, раздается стиль по Террорблейду, Террорблейд умирает, еще и снайпер над гранаткой, просто под ульту Квопы и прилетает. Боже, цемочка заколдовала все. Но это какой-то экстази. Это экстази, народ, на экране только что произошел. Как же хорошо ситуация развернулась. Все кнопки были импактовые. Ульт Шейкера, врыв Primal Beast'а, мои там типа ультимейты, Бладторны в Террорблейда, Манта, вот это все дела. Ульт ЦМки, ульт Квапы. И еще так вот хорошо получилось, что позиционка у противников была нарушена, в том плане, что они под это все подставились, и они просто нафидели вообще без шансово. У нас даже вот на секунду не возникло, да, такой сомнительности в том, что файт будет нами выигран. И по итогу на 39-й минуте мы имеем топ-1 от Wars карты. Йоу, поздравьте меня, народ. Получилось достичь такой вот позиции. 11-5 на 26 у нас счет. Дисперсер нам прилетает. Но вот теперь будет прям супер приятно по файту перемещаться, несмотря ни на что. Подбираем Аеджис. Ну, естественно, сразу же прилетаем на Акс. Я не знаю, на что он рассчитывал. Он вышел на пачку крипов, зная, что он один, единственный живой персонаж в команде противника. Просто... Ладно. Видимо, устал просто. Ну, уже 40-я минута, видишь, пацанчик устав. Пацанчик устав, не хочет он побеждать. Но нас это вполне себе устраивает. И с Эгисом сейчас можно много суеты наводить, конечно же. Но мы еще не выиграли, народ. Я вам тоже такой спойлер дам. Победа еще не близко. В отличие от зимы. Решил здесь немножечко, соответственно, побить Товер. Ну как немножечко. Практически его сломал. И когда уже резались вражеские игроки, под вышел, чтобы, соответственно, не нафидить, даже несмотря на то, что у меня есть Аегис. Но вот как будто бы сейчас уже можно собрать себе Аганим совершенно с кайфом, чтобы потом впоследствии, допустим, его даже съесть, взять себе еще какую-нибудь шмоточку сверху. Его. Потому что снайпер уже такой прям достаточно плотный, у него и Аганим есть, и пика, и, соответственно, линка, и добраться до него прямо вот во время файта, ну, реально тяжеловато. Учитывая, что он стоит супер далеко и так далее. Ну, а если я себе, соответственно, заимею Аганим, я смогу эту линку и выйдить, и просто нормально через общую ульту, через общий призыв вот этих вот иллюзий тпшься к снайперу. А если здесь убить снайпера, то у них, по сути, ну, понятное дело, да, не вся игра, конечно, руинится, там еще присутствует Акс, Террорблейд, но им уже гораздо тяжелее будет, соответственно, всем вот этим вот делом заниматься. Там, конечно, веник максимально заряженный в том плане, у него и Глейпнир, и эти грейвсы, чтобы диспелить всю суету. Это неприятно. Соответственно, потратил я ультимейт, и мои пацанчики решили напасть на Шейкера, в очередной раз почему-то подставившегося. Где он там умер? Вот прямо здесь вот под вышкой. И, да, фидит моя команда, и я вот супер здесь сильно ошибаюсь в том плане, что иду вместе за своим кораблем. Я же капитан команды. Часть команды, часть корабля. Но, очевидно, мне здесь не нужно было уже файт подключаться. Это вот слишком, да, слишком сильно заруинил нам ситуацию. Мне здесь совершенно нельзя было умирать дважды. Потому что файт, когда я в него пришел, уже был проигран. Не знаю, на что рассчитывал. Видимо, вот тоже, как Акс, подустал до 41-й минуте. Хотя очевиднейший момент, да, что все, уже подключаться совсем туда не стоило. Ну ладно, у меня anyway есть байбек. It's okay. Специально не покупал себе никакие шмотки, чтобы байбек у нас сохранился. Плюс ко всему, Квапа убивает совершенно спокойно вражеского Акса. И здесь должна выживать вообще 100 выходить. Нормально. Но у Копки как бы слоты тоже не маленькие, в этом плане я не знаю. Как будто бы для нас все здесь прекрасно. Ошибается Террорблейд, как по мне, то, что идет именно в соло на топ. Да. Да. Смерть для ТБшки прямо сейчас. Найс. Не выдерживает пацанчик. Просто у всех уже ручки горят.
На стульчике все уже ерзают. Акс в соло фидит, потом я с Эгизом куда-то пошел. Террорблейд прямо сейчас умер в соло, как ботяра, и при этом еще и выкупился, сгорел, видимо, на команду, что они не пошли за ним, я не знаю, или что. Хотя и так было видно, что они были на миде. Что Акса, вот Снайпер, Виномансер, насчет бабки не уверен, что вот они по квапе еще в тот момент, когда она убивала того самого Акса, накидывали кнопки. Да. Здесь сигнализирую моим пацанчикам, что у меня через 15 секунд будет рез. Я не понимаю, почему мои саппорты, сука, в очередной раз вот этот шейхер с цемкой не играют под моего мидера и под мою тройку. Вот они просто не могут за 43 минуты понять то, что единственное действие, которое от них требуется, это игра под их коров. Под мидера, под тройку. Вот они просто не идут. Не идут за ними, не стоят, не сейвят. Вот что он делал на цемке? Что? Зачем он бегал там, где ему бегать было не нужно? На шейкере что он там делает? Ну, это понятно. Скипер пачек. Мистер Скипер. Но тем не менее, ну вот разве это не очевидный же момент? Просто вот если бы не стояли сейчас под квапой, она бы не то, что не умерла, они бы забрали бабку, возможно, кого-то бы еще оставили. В общем, странные пацанчики, не понимаю я их плей совсем. Но будем ждать. Будем ждать, соответственно, я купил себе уже поинт-бустер. Скоро появится аганимчик. Итак, осаждают нас противнички. Пока квапа в таверне, они еще смогли поймать Сэмку, убить. Естественно, это для них идеальный вариант, чтобы зайти, сломать нам, по крайней мере, одну сторону, а может быть даже и две. Здесь самое главное не наглеть и тоже не умирать вслед за своими тиммейтами. Нужно просто терпеть, да, отдавать сторону, но не отдавать при этом игру. У меня хватает денег на то, чтобы я купил себе аганим, но я решил его, соответственно, пока что не собирать, чтобы у меня еще был бай, естественно. Прямо сейчас бай важнее, чем тот же самый один слот. Можно было бы убить здесь бабку, если бы у меня была ульта. Но я так, знаешь, просто на лоха ее решил проверить. Вдруг она бы ошиблась позиционкой. Не ошибаются. Понятное дело. Было бы слишком хорошо для нас. Слишком большой был бы подарок. С другой стороны, уже ресается квапа. Через 5 секунд она у нас будет. И, по сути, все кнопки у нас есть. Мы готовы, чтобы принять файт. Полетел Primal Beast. Я нажимаю ультимейт именно в Акса, чтобы сбить ему блинк. Потом переключаюсь сразу же на других игроков. Там на бабку. На снайпера в идеале, конечно, чтобы тоже его по-быстренькому убить. Но уже после Акса, поскольку он на себя забайтил. Не совсем приятный файт по итогу получился из-за того, что выжил снайпер. Но там вот Акс подошел, да, за счет БКБшки. За счет БКБшки Акс подошел, смог нас заагрить. Из-за этого снайпер не умер. И файт они по итогу выиграли. Но видишь, бай сохранен, поэтому если сейчас пойдет какой-то файт, я смогу совершенно спокойно его нажать и своей команде помочь. Ошибается снайпер, подходит слишком близко. Бай вжимается. Но они бы без меня справились, убили его. Но, тем не менее, сейчас можно еще и террорблейда будет оставить. Соответственно, такая вот ситуация. Как будто бы и без меня они бы тоже здесь могли совершенно спокойно также бы убить. Но, в любом случае, то, что у меня был сохранен бай, хуже нам не сделало. А если бы они, допустим, не справились, сейчас можно было бы и игру поиграть. Поэтому бай, я думаю, максимально оправдан. По крайней мере, концепция того, что я сохранил себе бай, а не купил аганим. Вот это точно было правильно. К тому же, что мне все равно за этот файт накапали деньги на то, чтобы я купил себе тот же самый аганим. Вот и думайте. Это инвестиции, народ. Это инвестиции в победу. Соответственно, с аганимом сейчас будет гораздо проще ситуация у нас, поскольку у снайпера есть линка, и можно будет ее совершенно спокойно эвейдить аганимом. Пошел бай от Виномансера, пошел бай от снайпера. Скоро будет резаться бабка. Но они еще не знают, что мне летит аганим. Значит, здесь я планирую именно снайпера убить, поскольку понимаю, что смогу это сделать совершенно спокойно. Прыгаю через аганимный ультимейт на снайпер, нажимаю в него кнопочки и потом уже трачу именно свой базовый. Также ультимейт. Но дело для Акса. Дело для Акса очень хороший агр, который хоронит нас всех. Поспешили. Поспешили. Катка не закончилась. Ай. Но слишком много атак сейчас залетело в нас с депоса, конечно, через возвратку. Это было прям максимально неприятно. Но вот, видишь, подставились. Подставились именно втроем, прям все под Акса, прям кучно встали. У них есть под фонтаном. Ну, естественно, туда бабка еще закинула свои кнопочки и так далее. Как я и говорил, снайпер теперь будет от нас страдать. Вот с появлением моего аганима я даже не знаю, что его может спасти. Спешит шейкер зачем-то, именно вот выдает такой плохой. Короче, вот квапа, к ней по сути, в принципе, да, вот на 90% вопросов нет. По геймплею, там, по тому, как он в игре отыгрывал и так далее. Но, блин,
уже третий, по-моему, да, по счету, третий или четвертый ультимейт нажимается прям вот не в героя, я не знаю. Вот здесь на Рошане у него был хреновый ультимейт, вот здесь в Террорблейд он не попал, еще в начале игры. Как-то странно просто это выглядит. С одной стороны, хорошо играет, но вот эти вот 3 ульты в рамках одной игры, ну, как будто бы как-то прям вот вообще. Немножечко подскипываю тайминги, нажимаю своим пацанам скан, понимаем, что враги на Рошане. Там только Террорблейд и там только Виномансер. Плюс ко всему, через 10 секунд я уже сам резнусь, поэтому мы просто говорю моим тиммейтам: давайте, пацанчики, побежали, долби. На самом деле, не понимаю, в чем смысл вот у Террорблейда, в чем был план, в чем был концепт, какая была идея вдвоем с Веником идти на Рошан, но очевидно, вот просто очевиднейшим образом мы же не могли им позволить его забрать. Ну, наверное, это так, знаешь, последний шанс на а-ля победу, но как-то... Ну и все, народ, последний таймскип, соответственно, у нас произошел. Сейчас уже будем игрульку заканчивать. 50-я минута матча. Счет 55-66. Йоу! 55-66. Да. Ну, понятное дело, можно было гораздо лучше сыграть. В моем исполнении я не уверен на 100%, скажем так, понятное дело. Но опять же, повторюсь, что вот на спектре я игрок не то чтобы опытный. Здесь просто нахожу снайпера, без шансов для него мы его хороним. Опять же, через ультимейт сначала анонимный, через потом ультимейт базовый. Когда линка уже заканчивается, хоронится бабка, хоронится акс. Все, для нас это победная. Найс, отлично. Ну, в принципе, говорю, вот такая неплохая каточка. Достаточно интересно. Если бы саппорты были у нас прямо вот хорошие, играли грамотно, скажем так, дисциплинированно, да, было бы гораздо проще. Но вот именно из-за того, что вот такой сабдив произошел, катка не была прямо вот в одну калитку нами выиграна. Совсем нет. Также забираем еще просто на погону, да. Вишенкой на торте послужил вам Террорблейд. Все, последнее убийство, найс. По итогу со счетом 18-8-31 заканчиваем катку. Давай сейчас быстренько покажу вам статистику, чисто для интереса, соответственно. И на этом будем видос завершать. Вот так вот, народ. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, что вам понравилось, что не понравилось, как вам котечка, соответственно. Всем желаю удачи, всем прогрессии, всем поднятия рейтинга, всем удачи, всем пока.